Благодаря кинематографу в наше время уже наверняка каждый человек в мире слышал о мафии и имеет представление, что она из себя представляет. Но не каждый знает, что мафия еще со времен премьеры культового фильма «Крестный отец» уже обросла множеством мифов, что стало сложно отличить, где кончается правда и начинается вымысел. Цель данного видеоролика как раз таки и рассказать о самых главных мифах, связанных с мафией, и отделить правду от вымысла. Топ-7, конечно, звучит не так привычно или удобно, как, например, топ-5, но я хотел бы собрать в одном ролике самые распространенные мифы о мафии. Итак, миф номер 7. Одна мафия. Это скорее не миф, а просто заблуждение. Большинство думает, что мафия есть только одна, но это лишь отчасти. На самом деле в мире существует две мафии. Это американская и сицилийская. Хотя на этапе своего формирования они были некой единой системой, в какой-то период это стали две принципиально разные преступные организации. Американская мафия была основана в середине 19 века. Изначально она была как некой колонией для сицилийских мафиози. Они переезжали в США, привезя с собой культуру и принципы этого преступного сообщества. Первые мафиозные ячейки появились в таких городах, как Новый Орлеан, Сан-Франциско и Нью-Йорк. Какое-то время они поддерживали тесные отношения со своей материнской организацией на Сицилии, а члены сицилийской мафии признавали американских мафиози как равных. Примерно к началу 20 века американцы уже рассматривали себя как отдельную преступную сеть, так называемую американскую мафию, хотя еще сохраняли прочные связи с Сицилией. После 1931 года, как считается, американская мафия полностью отделилась от своего сицилийского наследия, дав понять, что теперь она является принципиально другой мафиозной системой. Тем не менее, на связи с Сицилией никуда не делись, хотя уже были не такими прочными. Миф номер 6. Название. Мафия или Коза Ностра. Я не буду разбирать этимологию слова «мафия» и откуда оно вообще появилось, а скажу лишь, что это слово использовали посторонние в качестве названия этой преступной организации. Сами члены мафии никогда не называли себя мафией. Во второй половине 19 века официальные власти Сицилии назвали преступную сеть, охватившую весь остров, как мафия, и с тех пор название так и прижилось. Что интересно, так это то, что почти в каждом городе на Сицилии у мафии было свое название. Например, в знаменитом городке Корлеоне они назывались фратуци. На самом деле мафиози называли свою преступную систему как фрателланца, что дословно переводится как братство, или анарата сачета – общество чести. В послевоенные годы у мафии появилось еще одно название – Коза Ностра, что дословно переводится как «наше дело». Впервые этот термин появился в американской мафии. В начале 1960-х годов ФБР получила информацию от своих многочисленных информаторов, что преступная организация, широко известная как мафия, на самом деле называлась Ла Коза Ностра. На самом деле историки считают, что это было всего лишь выдумкой ФБР, поскольку никто из правоохранительных органов, кроме ФБР, до этого никогда не слышал про такое название. А само ФБР так никогда и не пояснило, как они поняли, что Коза Ностра якобы было истинным названием мафии. В 1963 году, когда Джозеф Валачи, член семьи Дженовези, согласился пойти на сделку с правительством, он предстал перед Сенатской комиссией по расследованию организованной преступности. И там он сказал перед объективами телекамер, что на территории США действует преступная сеть под названием Коза Ностра. Но суть в том, что даже сами мафиози никогда не слышали про Коза Ностру до показаний Валачи. Рассекреченные документы ФБР показывают, что только после показаний Валачи мафия стала пользоваться этим термином. Они сделали нечто вроде ребрендинга, и за 5 коротких лет термин «Ла Коза Ностра» из неслыханного ранее превратился в кодовое обозначение организации. Миф номер 5. Наркотики. Этот миф зародился во многом благодаря «Крестному отцу», где главный персонаж Вито Корлеоне высказался против участия в этом ужасном виде преступного бизнеса. Потом со временем стали появляться картины, как, например, «Славные парни», где босс мафии также запрещал главному герою заниматься наркотиками. И на волне успеха этих фильмов зародился такой миф. Но реальность такова, что именно мафия стояла у истоков глобализации наркобизнеса. Сначала американская, а потом и сицилийская. Существует также известное заблуждение, что якобы старое поколение мафиози, которые были верны своей преступной традиции, всячески выступали против участия в такой порочной деятельности. Можно привести пример со знаменитым Карло Гамбино, которому придумали образ такого олдскульного мафиозного дона, верного старым традициям мафии.
Но факт в том, что Гамбино в свое время сам участвовал в этом бизнесе, наладив операцию между Италией и США, когда он использовал нелегальных итальянских иммигрантов в качестве наркокурьеров. По сути дела, в истории американской мафии, а может даже и в сицилийской, не было ни одного босса, который так или иначе не заморался участием в такой преступной деятельности. Миф номер 4. Организованность. Согласно общепринятому заблуждению, якобы мафия изначально на Сицилии представляла из себя просто неорганизованных босиков, как и в Америке, представляя себя кучку пигмеев, которая не была организована, а потолком ее деятельности было вымогательство денег со своих же соотечественников. Согласно этому распространенному заблуждению, именно на американской земле мафия обзавелась сложной иерархией, стала заниматься сложными преступными операциями, а потом их опыт взяли сицилийцы. Но реальность выглядит иначе и показывает, насколько глубоки корни в мафии. Во-первых, мафия еще с момента своего формирования в XIX веке была организована с привычной иерархией, где наверху стоит босс, а ниже него помощник и консильери. Они это также привезли с собой в Америку. Также ранние отчеты о мафии, датируемые с середины XIX века, рассказывают нам о правилах и принципах мафии, причем наглядно показывают, что по прошествии целого века все они остались неизменны, а только подстраивались под нынешние реалии. В этом и суть мафиозных организаций – адаптироваться и подстраиваться. Если мафия начинала с того, что грабила скот и вымогала деньги с землевладельцев, то со временем она проникла в политику и начала пользоваться новыми экономическими возможностями. То же самое и в Америке. Изначально они просто вымогали деньги с итальянских иммигрантов, которым помогали с проездом и жильем, а вскоре взялись и за более сложные операции, как, например, подделка валюты в начале 20 века. Так что по факту мафия, что в Америке и на Сицилии, не изменилась с момента своего создания, а только лишь адаптировалась. Миф номер 3. Убийство как членство в мафии. Хотя мафия – это преступная организация со всеми вытекающими, как, например, насильственные действия, насилие – это не основа, на чем держится мафия, а только лишь один из инструментов. Из-за этого существует миф, что мафия якобы постоянно убивает, а чтобы стать ее членом, нужно совершить убийство. Во-первых, мафия никогда не была какой-то варварской или кровожадной организацией, и, как говорилось, использовала это только в качестве инструмента. Во-вторых, не надо было совершать убийство, чтобы стать членом организации. По факту, членом организации мог стать любой, кто мог принести хоть какую-либо пользу сообществу, и, естественно, был надежен. Суть в том, что в ряды мафии на Сицилии принимались абсолютно из всех слоев общества. Это от богатых политиков до простых разбойников. Есть полно доказательств и свидетельств того, что политики, священники, врачи, учителя, профессора были членами мафии. И вполне очевидно, что эти люди, чтобы стать членами организации, не совершали убийств. Как вспоминал Стефано Магадино, босс мафии в Буффало, если священник присоединялся к мафии, он не переставал быть священником. Если учитель стал членом мафии, он также не переставал быть учителем. Они так и продолжали делать свою работу, но оказывали пользу сообществу другим способом. В американской мафии такое все же было редкостью. Тем не менее, но от человека требовалось банально быть добытчиком или зарабатывать деньги, чтобы получить место в организации. Пользу сообществу можно было приносить и таким способом. Миф номер 2. Происхождение. Согласно распространенному заблуждению, только человек сицилийского происхождения может стать членом этого преступного сообщества. Но это не совсем так. Может быть, изначально так и было, когда мафия сидела безвылазно на Сицилии, но глобализация все же сделала свое. В США, например, в начале 20 века они уже принимали к себе выходцев из разных уголков Италии. Более того, они также принимали к себе членов других итальянских преступных сообществ, как, например, Каморра и Ндрангетта. Это потом подхватит и сицилийская мафия, когда она будет расширяться на материке. Американская мафия даже полукровок к себе принимала. Например, Джон Готти-младший, бывший лидер семьи Гамбино, наполовину еврей. Фрэнк Салеми, бывший босс семьи патриарха из Бостона, наполовину ирландец. И таких примеров полно. Безусловно, мафия прошла долгий путь, когда новичок должен быть сицилийцем по крови, и до того момента, что новичок должен быть хотя бы итальянцем по отцу. Хотелось бы также добавить, что в каждой мафиозной семье в американской мафии были свои требования, касаемо происхождения новичка. Но основная концепция была такой, какой я ее описал. Сицилийская мафия также может принять в свои ряды новичка с любого региона Италии. По сути дела, как говорилось ранее, если ты приносишь пользу, то тебя примут и могут закрыть глаза на твое происхождение, лишь бы ты был хотя бы частично итальянцем. И наконец, миф номер 1 – это Лаки Лучиано.
Это самый главный миф в истории мафии, из-за которого в настоящее время ходит заблуждение касаемо происхождения и становления этой преступной организации. Миф о Лаки Лучано зародился в середине 70-х, когда вышла фейковая книга о нем. Вообще об этом человеке нужно посвятить отдельное видео, как ему приписали слишком много заслуг, не имеющих с реальностью ничего общего. А самое страшное, что из-за этого стало сложнее отделить правду от вымысла. Если вкратце, то этот человек якобы организовал мафию в Америке, превратив ее из кучки немытых иммигрантов в настоящих членов организованной преступности. Якобы что это Лучано вообще придумал заниматься чем-то серьезным и выйти за пределы итальянских кварталов. Как уже понятно, учитывая, что я говорил ранее, мафия еще до него была организована. Ему также приписывают создание комиссии, это высшего органа, который устанавливал политику внутри мафии. А потом он якобы, когда его депортировали в Италии, изложил эту концепцию сицилийским мафиози, которые поддержали эту инициативу. Опять же, все придумано и освоено до него. Якобы Лучано придумал сотрудничать с неитальянскими преступниками, банально игнорируя тот факт, что американская мафия еще до его рождения сотрудничала с представителями других национальностей. Лучано также приписывают участие мафии в бутлегерском бизнесе во время сухого закона, что без него они якобы даже вообще до этого не додумались. Но факт в том, что еще в середине ревущих 20-х, еще до того, как Лучано занимал высокую должность, мафия уже доминировала в этом виде преступного бизнеса. Ему также приписывают и участие мафии в наркобизнесе, хотя она освоила эту нишу еще до него. Создается ложное впечатление, что Лучано был неким Илоном Маском от мафии, но реальность куда более скромна. Факт в том, что Лучано практически ничем не отличался от остальных боссов его времени по части вклада в становление мафии. Все было придумано и освоено еще задолго до него. В истории становления мафии он не сделал ничего такого из того, что ставят ему в заслуги. Но из-за образа, который до сих пор продолжает использовать Голливуд и различные недоисторики, Лучано до сих пор ошибочно считается каким-то создателем так называемой современной мафии. И, к сожалению, это самый главный миф еще долгое время будет культивироваться в медиапространстве. Ведь гораздо проще изложить концепцию некого мессии мафии, чем обрисовать сложный процесс становления этого преступного сообщества. Напишите в комментариях, если хотите, чтобы я сделал максимально подробный разбор Лучано. А пока подписка, палец вверх и колокол. До новых встреч!